Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Алекс Смаилович, я доктор мануальной терапии. И сегодня мы будем диагностировать Тимура. Болит? Нет. Чувствительно, но там всегда чувствительно. Болит? Чувствительно, но не так же. Я как понимаю, у тебя там с самого детства чуть не родовая, да? То есть про сколиоз, нет? Ранее же диагностировали, водили тебя куда-то? В 13 лет первый раз. На самом деле, если мы сейчас будем диагностировать его, и вот при пальпации мы обнаружим в том, что у него неврология связочного аппарата. Неврология связочного аппарата срединной и малой ягодичной мышцы. Это самое распространенное, опять же, в принципе, у всех моих пациентов, которые я наблюдаю и диагностирую их. В чем тут заключается неврология связочного аппарата? То есть при микроразрыве, неважно, там, потянул, сорвал, надорвал, при образе жизни человека, любого какого-то там, где бы он там ни работал, каким бы спортом он ни занимался, всегда есть дисфункция в том, что или со школьной статьи. Дисфункция неврологии связочного аппарата. Вот асимметрия. Шейный отдел, грудной отдел, поясничный. Вот таз у нас. Вот таз. То есть тазобедренный. Вот связочный аппарат, который, в принципе, стабилизирует паттерн движения. То есть, неважно, присели, встали, наклон, образ жизни, какого бы у вас не было там. Вот крестово-поясничный отдел. Пошел грудной позвоночники наши. Теперь смотрите. Вот связочный аппарат, который также стабилизирует подвздошную кость. Все прошло у вас. Вот у тебя неврология связочного аппарата срединной и малой ягодичной мышцы, допустим, у тебя все. Нервная система сразу же начинает компенсировать данную нагрузку по паттерну его движения. То есть всегда слева направо. Если правая нога, неврология, то будет компенсировать левую, то есть у нас движение идет. И тут пошло елочкой. В итоге получается, что у нас смещение, то есть у него левое плечо будет компенсировать правую ногу. То есть здесь у нас нагрузка 80%, а эти 80% никуда ничего не девается, вот добавляем сюда 120. То есть рука у меня работает. То есть по диагонали всегда у нас идет справа налево, слева направо. У него два смещения. Поработаем с тазом, да, а потом уже в принципе можно будет его править. Будем в шею. Болевой порог нормальный? Да. Терпимо, нормально? Да, нормально. Конечно, чувствуется, что Мужская рука. глубоко. Так у нас. Носом вдыхаю, ртом выдыхаю. Терпимо тебе? Да? Сильнее делать не буду, что.
Да, конечно. Ощутимо. Я думаю, все орут, даже если мне больно. Ну, это просто что... Не то, что тебе больно. Тебе ранее правили эти места? Ну, наверное, да. Наверное, значит, возможно, и неправильно. Просто у тебя довольно очень много неврологии компенсаторного решения, так как проблема очень давнешняя, и нервная система каждый раз из одного замкнутого круга выводит на другой. Поэтому у тебя раздраженная, хотя я тебя сильно не давлю. Ты видишь, я каждое положение всегда меняю руки. Для того, чтобы раскрыть определенный сегмент. Терпимо? Да. Видишь, у нас само даже. Вся причина всегда находится в неврологии двигательного аппарата, куда мышца и связка по своему функциональному блоку потянет, туда и сустав. Поэтому сколько бы ты ни правил позвоночник, всегда будет возвращаться обратно. Поэтому в моей практике 90% всегда направлен на излечение двигательного аппарата, а потом уже снимаем суставные функциональные блоки, и ничего обратно уже не возвращается. Обязательно всегда прорабатывается фасциальная, миофасциальная структура. Потому что основное все там. Да, все-таки Здесь вообще гора. ты приберег себя для меня. У него тут неврология на неврологии. Держись. Ничего. Видишь, вроде просто, наверное. Это еще 30% воздействия на него.
А в основном у всех, да, это неврология? Вот это? Но диагностируем практически у всех это неврология, но просто что у многие люди же тоже ищут специалистов, и большинство специалистов, ну, как мануальных терапевтов, они же оптимизируют труд. И поэтому мануальную медицину разделили на множество частей, какая, ну, в части там остеопатия, различные техники. И теперь для того, чтобы помочь человеку, нужно там человек 10 собрать в один день, чтобы он проходил как у одного, второго, третьего, десятого. И многие боятся там работать с грыжами, на самом деле ничего бояться не нужно, когда с умом все. Не, каждый второй пациент с грыжами. Один спортсмен у меня вообще каждый месяц бегал, МРТ делал. Не верилось ему. Что, получилось вылечить, да? Конечно, все те, кто приходит с грыжами, у всех полностью все восстанавливается. Я же ее не вырезаю, ничего не делаю с ней. Для того, чтобы восстановить, нужно заново раскрутить человека полностью, посмотреть, где какая дисфункция. В частности, 70% мы как поняли о том, что неврология компенсаторного решения. Допустим, в кинезиологии они в основном с ней работают. При мануальном тестировании проверяют, ага, вот эта мышца слабая, вот это сильная. И смотрят, ага, вот это нужно разгрузить, так, но это же неврология компенсаторного решения. Какой смысл здесь крутить, если у нас причина одна, где-то там? Просто нужно всегда прислушиваться к своим пациентам. Они тебе больше всего расскажут. Где, что, как, сами не понимая об этом. И всегда, конечно же, самое главное, к каждому пациенту относиться как к самому родному человеку. Только так вы захочете ему помочь. Когда ты относишься как к родному брату или родной сестре, либо к матери, ты всегда начнешь искать варианты и способы для того, чтобы решить и помочь ему. Только так, дорогие мои. Медицина по-другому не работает. Исключительно. Для меня медицина – это как мой путь духовного развития. Кто-то проходит через спорт, психологию, какие-то различные действия свои. Для меня медицина – это мой путь духовного развития. Конечно. Отлично. Чуть на меня. Подбородок груди натяни, пожалуйста. Отлично. Одни из самых сильных отделов, где именно компрессионные синдромы, сильный компрессионный синдром с вектором смещения находится переходящая группа шейно-грудного отдела. Также атлантиакс. Одни из самых сильных. Также L5S1, L2, L3 переходящие. И прям туда. Стабилизируем. Тимочек, потерпи, дорогому, чуть. И... Отлично. Потом тебе покажу упражнения. И будешь их делать.
Если хотите, чтобы результат был стопроцентно, всегда пациент и доктор должны идти нога в ногу. Всегда. И тогда будет стопроцентный результат. Неважно, какая стоит задача. Терпимо? Сильно я не буду, потому что особо. Не, вот здесь можно, тут как раз порог, такая зона, которая у меня ощущается. Терпимо? Да? Перепроверяем. Да, нормально прогнали. Попал ты, может. Периодически так попадаю иногда. Да? Да. Зато видишь, хорошим рядом попадаешь. Что-то супер жесткое. Ну это же мануальная терапия. Действенно правильно, вся методика на излечение. Что будем править? Когда он лежал на животе, мы с ним работали по снятию функциональных блоков по двигательному аппарату. Теперь мы будем снимать суставные функциональные блоки. Вот. Держи за плечи. Все. Чуть-чуть. Вот так вот держи. Ну, тягай, спокойненько. За плечи держи. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все. Ложись на бочок любой. Это процедура стандартная мануальная терапия. Под голову. Вдох, выдох, натяжение. Переворачивайся.
Вдох, я держу. Выдох. Кучу, все. Присаживайся. Спокойно держи. Правим как раз переходящую группу шейно-грудного отдела. Подготавливаем динамикой. Все делаем очень аккуратненько. Чувствуем каждую связочку, где напряжение, где самый сильный функциональный блок. Все потихонечку смотрим. Все. Не бойся. Пускай голову держи так. Вот так. Отлично. Спинку ровненько держи. Голову чуть-чуть вниз опускаем. Поворачиваем в сторону. Все так же производим динамику. Хорошо все мобилизируем. Переправка обязательно. Угу. То есть мы сразу одновременно производим ротацию, вытягиваем, декомпрессия. Отлично. Да, это нормально. Проверяем, все хорошо, обязательно. Стабилизируем плечо. Вот эти у меня самые болючие. Вот сейчас вы Конечно, делаете, да. Вот у тебя больше всего это как маятник. 6 шариков железных. Первый стрельнул, 4 на месте, 6 вылетает. Голову. Здесь самое главное найти самый сильный именно функциональный блок. Смотрим, проверяем. Вот, нашли. Вот он. И его правильно. Пускай. Вот, нашли. Не важно. То есть раньше, чтобы вправить человеку шею, по старой школе, выворачивали шею. И тем самым, если у человека проявлен остеохондроз, то связочный аппарат цементировать, людям рвали и связки, и очень сильно много вреда несли. Поэтому многие переживали, не надо ходить, боялись. А сейчас все совсем, ну зачем нам сворачивать шею, если мы можем на месте все править? И тем более мы не затронем связки. Держи. Вот здесь. Вот и все. И обязательно проверяем. Отлично. Манипуляция произведена успешно. Давай, ты на меня. Дави, я буду от себя. Угу. Все, расслабляй. Дави на меня. Расслабляй. Вот. Теперь наоборот. Я вовнутрь, ты наружу. Ага. Держи наружку. Отлично. Здесь у него все нормально. Еще с другой стороны будем делать. Держи, не бойся. Обычно у тучных людей оно. Не, мне надо хрустеть, это нормально. Ну, зависит от того, сколько ты ходил. Сегодня не ходил. Сейчас. Отлично. Здесь у меня прекрасно. А здесь вот есть чуть-чуть. Отлично. Здесь. Переворачивайся на живот.
принципе, все. Отлично. Присаживайся. Просто. Такие опасные манипуляции. Ближе ко мне двигайся. Так, не болит, нормально? Нет, Отлично. Вот так можно. После каждой мануальной правки обязательно нужно производить мобилизацию. болючие места. Ну, потому что ты не правишь их. Всё. Гладят тебя тут везде. Ну, нет, просто есть определенные места такие болючие. Конечно, десятилетними, когда образуется у тебя все. Конечно, все будет болеть. На самом деле, если просто была бы боль вот здесь при дисфункции, то он бы терпимо был при его болевом пороге. Но когда, допустим, эта ткань или как-то органика раздраженная, то эта боль приумножается десятикратно. Поэтому ты как первый сеанс проводишь, 2-3 дня он успокаивается, потом можно полноправно работать. То есть всегда смотрим по состоянию пациента. Ну, это был, наверное, один из самых жестких массажей. Ну или что, мы эту правку уже делали? Да, мы все делали. Это комплексная мануальная терапия. Здесь применяются все методики, связанные с правками и решением той или иной задачи. Но 90% здесь работы производится с неврологией мягких тканей, двигательного аппарата. Почему? Потому что вся причина находится именно там. Ну, в общем, жесткая была процедура, но чувствую облегчение в теле сейчас. Прям поэтому спасибо. Поработали с точками, с которыми я хотел, чтобы поработали уже так мощно прям. Так что спасибо вам. Пожалуйста. Ставьте лайк. Ставьте лайк.